Эта заметка написана в первый день войны, 24 февраля 22 года, 4 года назад. Она называется «Эхо войны». Звезды запутались в голых ветках дерев. Звездное небо колышется от движения невидимых облаков. Стальные птицы войны, гул неба, вспышки залпового огня ярче звезд, грохот земли и тягостное ожидание приближения. Стук сердца в наушниках и запах сырости из погреба. Так хочется, чтобы это скорее закончилось. Хочется психануть и вылезти наружу, под осколки, плевать. Туда, где интернет-свобода, где вчерашнее небо, где не надо прислушиваться к шелесту выстрелов и угадывать хлопки баллистических ракет, где можно спать в тишине ночи или мечтать о будущем, а теперь понимаешь, что не ценил простые вещи. Так хочется мира. Тебя загоняют постоянным давлением, новости, вой противовоздушной сирены, паника в глазах твоих любимых людей. Злые, нелюбящие слова из твоего сердца, израненного от того, что ты чувствуешь свою беспомощность, что именно тебе нужно принимать решение. И это решение должно быть обязательно правильным, чтобы все были счастливы. И ты мог гордиться собой, наверное. Но это не главное. Главное — это мир. Мир, который был еще вчера и который так хочется, чтобы был завтра. Харьков, 24 февраля 22 год. Следующая миниатюра, она из того же сборника миниатюр, который называется «Стук сердца в наушниках». Это миниатюры, они написаны в виде смс-ок из Харькова, из нашего любимого города. Эта миниатюра называется «13-й день войны». Сердце мое пронизано войной. Тысячи осколков застряли в нем навсегда. Ребра мои сдавлены тревогой. Мысли наполнены черной кашей огня и дыма. Тысячами картинок крови и людских страданий. Нас сейчас убивают, хладнокровно освобождая от жизни. Меня и мой народ. Просто за то, что мы есть такие. Наши глаза устали без сна. 13 дней мы умираем по 100 раз на день. Гул реактивных ракет рушит наше сознание и дома, которые мы строили для своих детей. Наши дети не могут в них спать и спят в подвалах и погребах, чтобы потом их вытаскивали из-под завалов. Наши женщины рожают в бомбоубежищах. Наши города лежат в руинах. Наши руки наливаются ненавистью. Мы хороним своих друзей, но мы не хороним свое будущее. Нас много, мы единое целое. Наша земля уже полита кровью наших врагов. И наша память никогда не забудет того, что было. А наша совесть никогда не простит геноцид нашего народа. Мир уже никогда не будет прежний, но все будет Украина. Моему городу-герою Харькову посвящаю. 8 марта 22 год. Друзья, эти все события были написаны 4 года назад. И эти миниатюры я читаю из сборника «Стук сердца в наушниках». Вы можете прочесть их на моих литературных сайтах. И чтобы не было много, тысячи и миллионы людей расстались со своими семьями. Поэтому я прочитаю то, что было написано 14 числа, 14 марта. 6 мои любимые уехали. Точнее, это было написано 6 марта, в тот день, когда уехала моя семья в эвакуацию. Это было 1460 дней назад. Харьков, эвакуация. Мой любимый оператор, доченька, уехали с женой в эвакуацию.
Эмоции зашкаливают, но мне так легче. Харьков бомбят 11-й день. Остаюсь здесь с мамой. На вокзале полиция с автоматами. Здание вокзала забито людьми. Как будто это кино о войне, и не с нами. Никогда не думал, что придется пройти и через это. Очень тяжело. Верю в хорошее. Верю, что скоро все закончится. Молюсь. Сейчас уже легче. Так хочется элементарно выспаться. Без сирен и грохота взрывов. Без гула самолетов. Без ожидания неизвестности. Так хочется мира. Харьков, 6.02.22. П.С. Моя девочка, я тоже тебя очень люблю. Ой, простите. Это было написано 6 марта, в тот день, когда моя семья уехала. 5 марта бомбили город. Вот здесь мы живем в 38 километрах от России. Вот здесь, прямо за нашим домом, был атакован завод Шевченко. Мой друг тогда был в ополчении. Он рассказывал, что самолет, который нас бомбил, мы с дочкой как раз были на кухне и кушали. Мы упали на пол, я ее так обнял. Мы насыпали кушать, и еда рассыпалась в тамбуре, в коридоре. Я ее обнял тогда, и мы приняли решение уезжать. Взрыв был такой сильный, это была терробарическая бомба. 250 килограмм, она пробила 7 этажей. Там погибло около 130 защитников города Харькова. Дом колыхнуло ужасно, тут обвалился потолок. И мы приняли решение уезжать. И в 5 утра мы уже были одеты. И я с братом отвезли их на вокзал, и они уехали. Это все, друзья, через что проходили миллионы людей, миллионы харьковчан, которые выехали, и миллионы людей, которые покинули родину. Этот сборник, он получился такой долгий, но вы можете прочесть его на моих литературных страницах. Набрав в поисковике Вячеслав Жадан, «Стук сердца в наушниках». Я всех люблю, друзья. В эти в 4-ю годовщину войны давайте согласимся и будем верить, что это был последний год, что эта война, она закончится. Пусть придет долгожданный мир, пусть все наши молитвы, они соединятся в одно. И пусть наши семьи встретятся и объединятся. Всех люблю, всех обнял из Харькова с приветом. Пусть Господь благословит и хранит нас всех. Аминь.